Сегодня у нас в меню одно из самых известных корейских блюд. Это острая лапша бибимгуксу. И с приготовления острого соуса мы и начинаем. В его основу берется корейская острая чили-паста кучуджан, которая нам будет с вами нужна на 2 порции в объеме 80 грамм. Я сейчас использую кучуджан, который приготовила сама дома. Здесь вверху линк на рецепт, как это можно приготовить. Мы же продолжаем делать соус. Добавляем уксус 2 столовые ложки. Лучше использовать, конечно, рисовый уксус. И затем сахар 3 столовые ложки, белый или коричневый. Сахар это не важно. И затем добавляем соевый соус 1 столовую ложку. Также нам потребуется красный молотый перец чили, мелко помолотый, 1,5 столовой ложки. Также добавляем молотый чеснок, пол столовой ложки. И я использую спрайт, можно также использовать консервированный сок ананаса, 1 столовую ложку. Это добавит такой особый вкус этому соусу, но вы можете это и пропустить. И все хорошо перемешиваем до однородности и отставляем соус пока в сторону настаиваться. За это время мы подготовим все остальное необходимое для этого блюда. Кунжутные семена, обжаренные кунжутные семена 1 столовая ложка. Я их буду перемалывать пестиком в ступке, но можно это пропустить и использовать просто цельные обжаренные кунжутные семена. Но таким способом мы получаем больше вкусовых качеств и аромата. Теперь нам потребуется кимчи. Кимчи 4 листа мы с вами нарезаем кусками среднего размера. В общем, кусками такого размера, который будет удобно потом есть, потому что это нам нужно для топпинга. Заложив кимчи, нарезанное в перемеленные кунжутные семена, мы добавляем сахар 1/3 столовой ложки и кунжутное масло 1 столовую ложку. И все это хорошо перемешиваем. Лучше наденьте перчатку, потому что руки может жечь, и они могут окраситься. Отставляем это в сторону, и теперь нам нужно будет отварить вкрутую яйцо. Доводим воду до кипения, добавляем уксус 1 столовую ложку и закладываем туда 1 яйцо. Это на 2 порции. Яйцо потом будет разрезано напополам. Варим 13 минут, вращая яйцо. Так желток будет ровно посередине. Но если, конечно, не хотите, чтобы яйцо было так идеально эстетически красивым, не вращайте, просто отварите его по-простому вкрутую. После отварки мы охлаждаем яйцо и теперь переходим к остальному топпингу. Половина огурца. Вообще можно использовать, например, и морковь, и кабачок, но тогда их нужно будет бланшировать. Они также нужны для топпинга. С огурцом мы поступаем следующим образом. Мы срезаем с половины огурца кожуру. Мы также разрезали эту половину еще раз напополам, чтобы получить 2 куска где-то 4-5 см длиной. И срезанную вот таким вот образом кожуру мы нарезаем тонкими полосками. Затем немного посолите огурец и перемешайте. И тоже пока отставляем это в сторону. Теперь займемся лапшой. Лапша нам в данном случае нужна определенная. Это сомен, где-то около 200 грамм на 2 порции. Эта лапша, она круглая, не плоская, и она очень тонкая. Для того, чтобы ее отварить, нам нужно довести до кипения воду в достаточно большом количестве и посолить где-то пол столовой ложки, когда она закипит. Тогда закладываем лапшу в кипящую воду и варим ее следующим образом. Как только она закипела, после того, как мы ее сложили, мы заливаем ее 1 стаканом холодной воды. Затем снова доводим до кипения и снова заливаем холодной водой. И когда лапша в 3-й раз у нас с вами закипает, то мы перекладываем ее в холодную воду и таким образом целиком и полностью остужаем.
После того, как мы погрузили лапшу в холодную воду, нам нужно будет ее хорошо промыть. Желательно это делать также в проточной воде под краном. Мы ее как бы полоскаем, чтобы вымыть из нее крахмал. Затем кладем на дуршлаг и немного отрезаем лапшу и даем воде целиком полностью с нее стечь. Отваренное вкрутую яйцо мы должны с вами разрезать напополам, так как одно яйцо предусмотрено для 2 порций. Как вы видите, яйцо получилось очень красивое за счет этого вращения во время отварки. Полученную лапшу отваренную мы должны с вами разделить напополам, все количество, чтобы нам хватило на 2 порции. И укладываем в глубокие тарелки. И затем поливаем соусом в желаемом количестве. Ну, если не сильно острое хотите, то 1 столовую ложку. Если сильно острое, то 2 столовые ложки. Сверху кладем остальной топпинг, а именно подготовленные кимчи и в нашем случае огурец. И затем уже сверху в конце красиво, аккуратно укладываем яйцо. Можно также сверху посыпать щепоткой обжаренных кунжутных семян. И все, наша лапша готова, но на этом премудрость не заканчивается. Теперь как ее едят. Для того, чтобы ее съесть, теперь нужно все хорошо перемешать. Иногда эту лапшу, кстати, подают уже в перемешанном виде. Иногда в таком красивом, чтобы предоставить возможность человеку самому перемешать все и также добавить соусы по необходимости. Поэтому соус поставьте недалеко от лапши и каждый добавит столько, сколько ему хочется. Также поставьте на стол рядом кунжутное масло, и каждый добавит по вкусу кунжутного масла тоже столько, сколько хочет. Таким образом все хорошо перемешиваем. И все, можно кушать. Блюдо это, конечно же, острое, лапша это холодная. Вообще, в основном, конечно же, это едят летом. Но летом не могла приготовить кучуджан, поэтому ем это сейчас. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь. Приятного аппетита. Здесь еще раз приведен способ приготовления и ингредиенты.